Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Весы на канале Астро Испирационе. Таро прогноз, что изменится до конца июня в вашей реальности, в вашей судьбе. Давайте с вами узнаем. И сегодня мы пройдем 6 шагов, которые изменят вашу реальность особенно. Обратите внимание на третий шаг. Там скрыт секрет вашего финансового благополучия. Но как по Хирону? А Хирон у нас переходит в знак Зодиака Телец ненадолго, до сентября, середины сентября. Это происходит с 18 июня. Но вот эти месяцы вам дадут подсказку, какими будут последующие 7 лет, когда Хирон окончательно поселится в Тельце. Ну и, наверное, первое все-таки событие — новолуние в Близнецах. А Близнецы у нас отвечают за коммуникацию, поэтому мы можем как и сами услышать какую-то новость, которая, такая вот неожиданная для нас, но и явно будет много общения. 6 шагов. И первый шаг — что тянет вас назад. Отношения. Кто зеркалит вас, кто или что появится неожиданно. Не все отношения, контакты полезны бывают. И Хирон в Тельце вам тоже подскажет, где вы теряете собственную ценность. Третья карта. Что отпустить? За что себя простить, возможно. Четвертая карта, четвертый шаг. Что важно сейчас? Ваш самый главный ресурс, как минимум до конца июня, на что следует обратить внимание. А вот как раз третий и четвертый шаг нам рассказывает о том, что как бы вот сложилась именно такая обстановка. А пятый и шестой — это то, что будет, может быть, со стороны людей, со стороны обстоятельств. Поэтому что изменится, что изменит вас самих? Ну и что произойдет дальше? Заглянем в будущее, к чему быть готовому. Итак, первая карта. Что же тянет назад? И, возможно, это какие-то, буквально и люди, может быть, это, хотя люди мы во второй позиции, но я уже вижу по предыдущим раскладам, не все так четко имеет грани. Ну вот давайте узнаем, может быть, это ваше собственное восприятие, а может быть, это связано с какими-то вещами, которые просто нужно... Да точно, оставить, мои дорогие. Порядок в доме навести, например, 8 чаш. Вот посмотрите, девушка наша налегке уходит. Да, она остановилась, оглядывается назад на этот магический круг, который она сама когда-то складывала, и эти кубки, и пусть среди этих кубков что-то и как пустое, а есть и наполненное, но она говорит себе, наступает время идти вперед, идти именно налегке. И здесь может быть банально, да, вот мы говорим, вторая половина июня. Здесь как, может быть, и мелкие вещи. Может быть, это, знаете, как навести порядок в доме, это тоже своего рода магия. Когда мы выбрасываем то, что уже не нужно, то, что сломано особенно, то, что устарело. Или банально в виде фотографий, может быть, их целый мешок, ворох, да. А из этих фотографий самое ценное совсем в меньшем объеме. Но... пока мы храним что-то, как старое, да, или мы оставляем какие-то вещи, вдруг пригодится, мы захламляем свою жизнь буквально, но и где-то финансовое пространство. И это может быть такой своеобразной черной дырой, понимаете? Одна какая-то даже вещь, вот, которая либо разбитая, либо сломанная, либо испорченная, либо морально устарела. А может быть, у кого-то много таких. Обратите на это внимание, потому что это для вас может стать, правда, черной дырой. Время у нас сейчас с вами такое. Нам вторая половина года 2026, она пойдет в более быстрых энергиях. И тут нужно понимать, смотрите, королева чаш. Ведь и правда, у кого-то могут быть отношения. Это просто ваше согласие. Кто-то может буквально... иногда такое бывает, да, взрослые дети привозят свои вещи, это вот из разряда, как в Беларуси мы говорим, гадко съесть и жалко кинуть. И, может быть, привозят эти вещи на хранение родителям. А зачем? Зачем вам эти сувениры? Не превращайте свой дом в склад, потому что это карта альтруизма и любящего человека. Вот вы из-за любви, из добрых побуждений вот могли хранить даже то, что, в принципе... Вот если спросить, так, может быть, люди об этом и забыли, хоть пусть это даже ваши взрослые дети. Но я так, самое простое из жизни. А для кого-то из вас
Вы храните тоже, может быть, какие-то сувениры от прежней любви, которая была там уже 100 лет тому назад. Ну, я так образно говорю, да. Или то, что, в принципе, нужно вот не предаваться воспоминаниям и идти вперед, потому что мы становимся заложниками собственного альтруизма и собственных эмоций. Кому-то не смогли сказать «нет», именно потому что любовь. Ладно, так что же тут за черная дыра еще? Здесь могла быть еще и история, которая связана действительно и с вещами, и с отношениями. Причем люди в двух разных совершенно энергиях. И, мои дорогие девочки, ну, может быть, это такие энергии, когда мы надеемся, что как и кто-то откликнется, придет на помощь, или какая-то вещь, как будто вы ее храните. Вот буквально про вещь тут мне хочется сказать с 8 чаш. Вы ее храните, думая, что ну, она имеет как какую-то магическую силу или на вас магическую силу в виде воспоминаний. Так вот, наверное, и грустные мысли, ментальное здоровье в целом для вас очень важно, а именно это ментальное здоровье могут создавать вот те вещи, которые принадлежат к прошлому, но на сегодняшний день не имеют вообще никакого значения, может быть, и бытового. Вещи – это всего лишь вещи. Для вас, мои дорогие мужчины, тут тоже могло быть что-то в виде фотографии или в виде, опять же, ментальное здоровье, какого-то воспоминания. Вот наступает время привести мысли в порядок, потому что вы то и дело возвращаетесь к какому-то прежнему сценарию, а туда не надо возвращаться. Вот четко. У кого-то может быть даже вопрос, вот я не исключаю, иногда по этой карте идут дороги, поездки, может быть, это вы с кем-то расстались, а мыслями вы еще находитесь в предыдущих отношениях, а тут уже что-то поменялось. Вам нужно именно выйти из круга вот этого магического, мысленного, да, то, что вы гоняете, как было когда-то прежде хорошо, счастливо и добро, но теперь уже какая-то другая история. Теперь это не имеет никакого значения, мои дорогие. И карта отплыть от того берега, где ничто не растет, где берег напоминает безжизненную пустыню. Ваша задача сделать первый шаг вперед и идти налегке. Вот как-то так. Все то, что я сказала, перекладывайте на себя. Тут у каждого будет по-своему. У кого-то вещь, а у кого-то правда и мысли, и чувства. Но вот это вот ментальное здоровье, ментальное благополучие. Отношения. Кто же зеркалит вас? Кто или что появится неожиданно. Но тут может появиться какая-то новость. Здесь может, знаете, как воспоминание всхлынуть с новой силой, нахлынуть, точнее, на вас с новой силой. И это может быть просто кто-то написал в мессенджере. Привет, например, да? И непонятно, от кого привет, что привет. Но мыслей будет очень много. Какая-то интрига, мои дорогие, может быть. Ну, давайте узнаем, а кто себя проявит неожиданно? А ведь правда кто-то проявит. А у нас время, когда экс разные возвращаются. Или вы сами пытаетесь что-то вернуть. Вот это я могу тоже допустить. Вы сами кому-то можете написать. Именно потому что из разряда накатило. Но все же кто-то из вас может пытаться как заново начать ту историю, связанную с отношениями, которая когда-то была разрушена. Может быть, для кого-то из вас по отношениям даже такая метаморфоза, но вы сами когда-то отказались, а потом вторично человек принял свое решение. В итоге, так или иначе, пара рассталась, отношения прекратились. Ну, будем говорить, да, тут могут быть как и вопросы личной жизни, чувств, но с учетом пентаклевой карты первой, тут могут быть и денежные какие-то вопросы. Вы себе когда-то давали зарок, мои дорогие. Вот туда я больше не ходок. Вот этим я больше не буду заниматься. Или вот эта история в моей жизни закончилась. Но пока она живет в вашем воспоминании, значит, она как будто постоянно вам и устраивает эту черную дыру, создавая определенный блок. А для вас сейчас время установить четкие границы и позволить, если что-то завершилось, себе идти вперед. По аркану башни это трансформация в отношениях, мои дорогие. Был какой-то, может быть, и обман. Для кого-то из вас это мог быть очень сложный такой обман, и вы воспринимали как предали.
Может быть, вот по эта карта вора, когда вы кому-то даже доверяли, а человек вас, ну, не просто подвел, а когда, ну, сродни того, что вы как долгий период выкарабкивались вот буквально из какого-то сложного эмоционального состояния, потому что у вас открылась какая-то правда. Но тогда, мои дорогие, здесь ведь может быть и по отношениям где-то сожаление. Вы можете узнать какую-то информацию новую, даже о том человеке, которого вы, возможно, долгое время не видели. Здесь может быть сожаление, могут быть раздумья, а не написать ли мне, а не попытаться ли мне, ну, как будто возобновить какое-то общение. Что это такое? Аркан Мир. Как бы там ни было, 21-й старший аркан – это последний аркан. Для кого-то из вас по отношениям. Может быть та история, когда, да, она завершилась. И потому что есть карта башня. Это то, что уже точно. Либо вы не вместе, либо это другая работа. Это вот у вас как уже жизнь пошла под другим знаменателем, в другом совершенно ключе. Но мыслями вы... Есть какой-то пункт в вашей жизни, когда вы в прошлом. Тут к самим себе нужно быть добрее, мои дорогие. Мир, покой в вашей душе – это то, что сейчас очень важно. И мир, покой – это не значит, что мы себя наполняем этими иллюзиями или воспоминаниями. Тут что-то завершается в вашей жизни, мои дорогие. И даже если вы получите в этот период, я тоже не исключаю, какую-то информацию, когда окончательно, как я прозрел, да, вот такое может быть, тогда, знаете, это словно сама судьба пытается навести тоже где-то порядок в ваших отношениях. Поэтому ваши личные границы. Вы, знаете, как себе должны какой-то священный обет дать. Вот туда и не ногой. Может быть, и прежде, как я говорила, вы себе давали, но здесь определенно есть и люди, которые уже как будто, ну, ничто не имеет смысла. Даже если какое-то время тут что-то будет продолжаться, но только лишь потому, что вам может казаться, что это искренне, а на самом деле это будет чья-то игра. Все игры чужие вам наступает пора завершить, чтобы в вашей жизни был мир, покой и благоденствие. Ну и, конечно, мы надеемся, что будет мир. Поэтому тут у кого-то из вас банально по отношениям пойти на мировую. Может быть, совершить какой-то компромисс. И при этом, мои дорогие весы, семерка мечей или перьев в этой колоде нам говорит: нет, весы, ты не должен замечтаться, ты должен понимать, что для тебя вот даже компромисс, как мировая, это для тебя только маневр. Никаких иллюзий. Завершение. Что отпустить? Ну, а за что себя простить? Ну, все то, что я говорила. 20-й старший аркан – это карта выздоровления, кстати. Избавление от боли, избавление от страданий. И в нашем раскладе, если мы говорим Херон, в Тельца, заходит именно знак Телец, точнее. Это ведь где-то и финансовое наше благополучие. Поэтому, возможно, это ваша помощь кому-то, долгая помощь. Такая начинающаяся с альтруизма, опять же, да, а потом без границ. И вот, видимо, эти границы нужно вам установить. Для кого-то из вас это буквально будет история, которая связана, ну и правда, либо с вашими детьми, с вашей семьей, с вашими родственниками, с кем-то, кого вы считали своим окружением очень близким. Так что же тогда блокирует ваш поток благополучия, мои дорогие? А вам хочется, знаете, стабильности. И что блокирует, как ни странно, поток? Вы очень ресурсны. Вы действительно ресурсны. Но вы как-то свои ресурсы не в том направлении расходуете. Либо вы себе позволяете, ну, когда что-то хорошее, да, вы совершили, произошло, может быть, какой-то эквивалент даже денежный вами получен, вы его постоянно кому-то отдаете. Вы передаете постоянно свою энергию кому-то. И вот сейчас наступает время ясности, как по 20-му старшему аркану. Ты выбираешь, либо ты можешь, рискуешь застрять в прошлом, либо ты действительно решишься на какой-то первый шаг и, не оглядываясь назад, идешь вперед. От этого ты только выиграешь. Твоя жизнь будет более стабильна. Вот я говорю иногда по этой карте, представьте, что вы идете по узкой тропинке в лесу,
сумеречным лесом, и освещает ее только лунная дорожка. Вы идете, вы знаете эту дорогу, поэтому вы идете спокойно, нет волнений, вы думаете о чем-то своем. И вот на каком-то этапе вашего пути вдруг мысль какая-то, да, это может быть по пажу перьев какое-то известие, которое вы получите на новолуние в Близнецах. Это ведь приток новой энергии и нового импульса. Поэтому это может начинаться с получения какой-то очень важной новости. И вот мы понимаем, пора сворачивать. Я долгое время об этом говорила. Просто карты нам тут на все лады. И четверка перьев иногда сама по себе карта отдыха и привести жизнь в порядок, как и хлам выкинуть. То, что себя изжило, морально устарело, то, что сломано, испорчено. И точно так же и мысли это касается, мои дорогие. Мы приводим мысли в порядок. Мы не совсем планы на будущее, а мы даем себе возможность, потому что это мечи, это всегда мечи, интеллект. Очень рационально увидеть что-то, а у вас вот королева пентаклей, то, что раньше от нас как ускользало. Смотрите, у вас сейчас на кону стоит благополучие, изобилие, процветание. И вы пока этого можете не видеть. Вы, даже кто-то скажет, вообще ты о чем? Я тут еле-еле концы с концами свожу, если мы говорим о финансах. Тем не менее, это карта ресурсного человека. Королева пентаклей, та, которая надеется сама на себя. Та, которая из щебня строит свое благополучие. Та, которая умеет делать что-то своими руками. Это той, которой свойственно творчество. Среди вас очень много творческих людей. Очень часто по королеве пентаклей это как прелюдия императрицы. Это тоже Венера. А мы говорим, Венера это ваша планета, управитель. Поэтому, да, надеяться нужно на себя, но как будто нужно свою судьбу взять ответственность за нее. И вот этот очень важный шаг, первый, возможно, шаг, самый сложный, потому что он требует от вас мужества себе сказать правду. Он требует решимости, именно как минимум уже подойти к какой-то черте и, да, вот как через порог занести эту ногу, чтобы перешагнуть. Ну и последующих действий. Не соскользнуть на что-то прежнее. У вас на кону, может быть, даже для тех, кто из вас находится сейчас в сложных отношениях или вообще один или одна, вам нужно поменять как и свое пространство, и ход собственных мыслей, для того, чтобы вы встретили, и вы обязательно встретите, опять же, для тех, кто не в паре, важного человека в вашей жизни. Но эта встреча, как по суду страшному, она должна произойти к тому моменту, когда вы уже себя меняете. Понимаете как? Вы меняете, у вас вот только себя переключить как на какое-то желание, понимаете, желание не абстрактное, а что вы для него, для этого желания готовы совершить, чем готовы поступиться, или что в себе, может быть, изменить, мои дорогие. Вот это очень важно, потому что у вас тут, правда, как по карте башня, какая-то черная дыра. Потому что мы видели по-другому, потому что мы оценивали людей по-другому, потому что то, что мы хранили, на самом деле давно хранить не надо было. Это захламляет вашу жизнь, так и мешает вам буквально идти вперед. И вот теперь такая реинкарнация, мои дорогие весы, у вас как будто происходит. Так вот, что же важно сейчас? Ваш самый главный ресурс. Конечно, по аркану умеренности быть добрее к самим себе. Доброта – это не добренький, да? Это карта, тем не менее, рационализма и холодной головы. Более того, это карта не случайных случайностей. Когда нам судьба подсылает какой-то шанс в виде, кстати, такой ситуации, когда не было бы счастья, да несчастье помогает. Когда мы можем оказаться в такой ситуации, которая непростая, но именно в сложные минуты мы себя узнаем как должно. Потому что когда мы расслаблены, ничего не происходит. Здесь именно какой-то такой, а это старший аркан. Здесь течение обстоятельств для вас складывается именно так, что вам придется действовать совершенно не в тех энергиях или не теми методами, как вы это делали прежде. Будьте к этому готовы. А что это такое? Хватит ждать, опять же. С чем это связано? Паж чаш. Вот смотрите,
то действительно нужно уйти, может быть, для вас. Ваш ресурс – это вот вы сами. Это ваши таланты, это ваши, как по умеренности, ну, желания, не просто желания, их может быть миллион, да, а я имею в виду, это где-то выше что-то, сродни мечты или, может быть, какого-то проекта. Тут вот нужно перестать, как откликаться здесь, Паш. Опять же, информация. Нам показана девушка, которая, вот посмотрите, много записей, телефон, она явно много звонит, может быть, пишет в мессенджерах, кому-то откликается. То есть она все время чем-то занята. Но это мелкая карта. Тем не менее, это хоть и информация, но это что-то инфантильное, незрелое. И вот, может быть, для вас совершенно необходимо именно уйти в ожидании кого-то, в ожидании того, что кто-то объявится, в ожидании того, что, ну, каким-то образом это, ну, проиграется в моей жизни или станет реальностью, а на самом деле ничего не происходит. Здесь уровень, понимаете, вот этой умеренности, он должен быть совершенно в другой плоскости, не в пустом ожидании, а когда о выборе самого себя, точно. Здесь будьте готовы еще, мои дорогие. Вы можете получить одну информацию, а следом за ней совершенно противоположную. К этому тоже нужно быть готовому. Вот здесь нет времени, как будто вас терять. Это самое драгоценное. Может быть, и минуты, и часы до конца июня, потому что шестерка пентаклей – помощь высших сил. Ну, как пространство, вселенная, боги, ангелы, назовите как угодно, вам помогают, как и заработать деньги, подают вам какой-то шанс, а вы как будто можете отказаться, потому что у вас были какие-то договоренности, вам кто-то что-то пообещал, может быть, прежде. И вот мы тут, вроде бы мы заняты делом, да, вот как эта девушка, а в реальности ничего не происходит. Опять же, фокус интересов вам нужно сместить на, может быть, и на заработок, на работу вот конкретно, на свои собственные достижения. Повернись, как будто весы сам к себе лицом. Скажи себе какую-то правду. И подведи итог, безусловно. Демаркационную линию и будь готов с чем-то буквально, а возможно и с кем-то, как отпустить, проститься. Что изменится в вашей жизни и что изменит вас? Вот карта страхов. Это колода, которую создала доктор. И вот называется на приеме у стоматолога, я бы так сказала. У страха глаза велики, да, ну мы все знаем, пойти поход к стоматологу, это, ну, такое сложное занятие, надо, требует внутренних настроек каких-то, да, ну, может быть, не для всех, но я думаю, для многих. И мы часто называем карта конфликта, но вот, наверное, именно в этой карте, в этой колоде передает внутренний страх, когда мы боимся конфликта, когда мы боимся, что нас осудят, когда мы боимся, что «ой, а вдруг что-то произойдет». Да нехай произойдет, нам говорят. Но что изменит вас? Тут именно перемены, которые происходят вокруг вас. Вы себя накручиваете и создаете, с одной стороны, иллюзорный какой-то момент, а с другой стороны, неоправданный страх, мои дорогие. Это точно. Здесь может быть какая-то история, когда вам что-то предлагает, а вы думаете или ждете того момента, буквально кто-то ждет. Но вот сейчас все закончится раз и навсегда. А тут нет, тут придется себя перестроить на какую-то работу, мои дорогие. Может быть, и работу над собой. Для кого-то из вас, тем не менее, до конца июня вы можете что-то по работе, по деньгам, по бумагам, по документам решить. Это точно. Но это потребует от вас детализации, мои дорогие. Для кого-то из вас построить карьеру. Опять же, будет много новостей. Вот тут действительно до конца июня скучать будет некогда. Много пажей, много вестников. Но для кого-то ищите работу, вы ее можете найти. Хотите, допустим, решить какой-то вопрос по документам. И, может быть, вы к нему приступали прежде, но у вас все время, ну, как что-то пробуксовывало, то, может быть, есть смысл зайти в другие двери. Или обратиться к другому специалисту, мои дорогие. Не бойтесь как будто прояснять какую-то ситуацию. Не ждите это, что изменит вас. Это тоже очень важно. Не ждите, когда что-то само по себе изменится. Благополучие наступает тогда, когда мы сами что-то меняем в одиночку. Вот, кстати, вам ничто, никто не мешает. Обожаю эту карту именно за это. Отшельник, мудрец, мои дорогие, философ. Вот ваша задача, смотрите, карта будущего. Человек, много полок, а он наверх забрался. Это как
управлять какой-то ситуацией. Это не значит все сделать самому. А это значит где-то и пронаблюдать аркан умеренности, и понимать, на что вы соглашаетесь, а что уже пришло время проводить из вашей жизни. Что для вас будет прогрессом, и по этой карте мы тоже где-то можем на полдороги остановиться, но это не ожидание, мои дорогие, а мы подводим как какую-то финишную черту, стараясь уроки прошлого или дела прошлого окончательно завершить, навести порядок в своей жизни, как и ментальности, так и буквально, может быть, что касается вещей, обстановки, дома, жилища. Вот избавиться от какого-то хлама и мусора, чтобы это все нас не тянуло назад в будущем. Вам придется с чем-то определяться. И без иллюзий, мои дорогие. И не ждать. Вот, наверное, самое главное – первый шаг, на который требуется и сила, и мужество. Или, знаете, вот бывает такое, поговорка есть такая очень хорошая: заставляй себя, даже когда ничего не хочется. Я ее часто себе говорю, это правда. Ну, мне помогает, надеюсь, поможет и вам. Давайте узнаем дальше, что же произойдет-то вот дальше, к чему быть готовому. Смотрите, тут мы как будто рискуем, но, наверное, в связи с тем, что я уже сказала, оказаться как заложниками какой-то ситуации. Подписать, кстати, тот документ, когда мы берем на себя обязательства. Может быть, какая-то зависшая ситуация, тем не менее, повешенная карта ностальгии. У кого-то с отношениями, то, что я говорила, вы ждете, что человек именно проявится. А здесь, вы знаете, вы можете как и узнать какую-то новость, к примеру. Я такого не исключаю. И для вас тоже это будет как по судьбе. Вы слышите что-то и понимаете: нет, я напрасно ждал или я ждала. Ну, как говорят, да, пока ждал, очередь уже закончилась, как бы прошла. Вот здесь иногда тройка кубков, я с учетом именно вот этих двух арканов. Карта ностальгии, карта повешенной. Кто-то может ждать встречи, я такого не исключаю. Встреча тогда произойти может теоретически, или какой-то важный разговор. Но точно так же вы можете получить информацию, когда поймете, что нет, у какого-то человека были другие планы. И к вам, может быть, и были какие-то чувственные намерения, но все-таки человеком руководил другой интерес. И у человека есть третьи факторы, третьи лица, и вы можете себя почувствовать растерянными. Ну, по крайней мере, предупрежден, вооружен. Значит, для кого-то из вас этот момент будет тоже поворотным. Потому что сама судьба, колесо фортуны – это удача, это победа, переключает вас на другие энергии, на другой ритм. И если долгое время вы как топтались на месте, то мы сами не захотели, да, что-то увидеть. Тогда через информацию, опять же, новолуние в Близнецах и Хирон в Тельце вам принесут то, на что вы долго закрывали глаза. И для вас, вот, кстати, мои дорогие, ведь это карта скорости. Многие из вас поставят точку, может быть, не в конце июня. Мы смотрим на будущее, но вполне вероятно, где-то до конца года вы увидите для себя новые возможности и будете четко понимать, что уже для вас не имеет смысла, а я бы сказала, даже мешает. Потому что на кону у вас Солнце. Карта выбора правильного направления. Но будьте готовы. У кого-то это может произойти, да, вот как по новолунию в Близнецах. Да, вот вроде ничего ж не меняется. Все так сложно, наш расклад. Будет тот момент X, когда вам нужно действовать. Слушая свою интуицию, безусловно. Интуиция – это ни разу не про какую-то глубокую философию или про то, что мы хотим вернуть. Нет. А это про реальность, потому что интуиция – это тандем интеллекта и прежнего опыта. Стало быть, какой-то прежний опыт мы точно не хотим повторять, правда? А интеллект – это ваш знак зодиака, стихия воздуха, как раз об этом. На 6-8 месяцев вы для себя делаете какой-то очень важный выбор, и у вас будет поворотный момент. Это буквально сама судьба вам посылает какую-то возможность. Или пусть эта возможность поначалу, я такое допускаю, выглядит колюче или как новость, но вот на нее нельзя закрыть глаза.
От этого зависит ваше качество жизни. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние добрые комментарии, за вашу помощь и поддержку моего творчества. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, берегите себя, а я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.